Основана еще в 1903 году компания Harley-Davidson узнаваема во всем мире даже для тех, кто вообще не интересуется мотоциклами. В последнее время она взяла курс на расширение своей аудитории по всем направлениям и в 2018 году удивила фанатов своим концептом туристического эндуро Harley-Davidson Pan America 1250, который в продаже появился только в прошлом 2021 году и уже не раз появлялся в моих топах. Сегодня мы рассмотрим его поподробнее. Туристический эндуро от Harley-Davidson был разработан с нуля, чтобы противостоять мертвой хватке BMW на этом рынке с линейкой GS. Как и положено для этого класса, новинка имеет две версии, обычную и Special, которая не имеет дополнительной мощности, но имеет множество дополнительных преимуществ. Для своего первого туристического эндуро Harley-Davidson подготовила и абсолютно новый двигатель. Это V-образная двойка жидкостного охлаждения Revolution Max объемом 1252 кубических сантиметра, которая, как мы видим, имеет практически такой же объем, что и 1254-кубовый боксер от BMW. Однако мощность американца заметно выше, это 150 лошадиных сил при 8750 оборотов в минуту, по сравнению со 136 лошадиными силами немецкого мотоцикла при 7750 оборотов в минуту. Но когда дело доходит до крутящего момента, ситуация меняется. Pan America выдает 128 ньютон-метров при 6750 оборотах в минуту, а BMW GS 143 ньютон-метра при 6250 оборотах в минуту. Также в ответ на систему Shift-Cam от BMW компания Harley-Davidson оснастила свой мотоцикл более сложной электронно регулируемой системой изменения фаз газораспределения. Для компактности угол между цилиндрами нового двигателя составляет 60 градусов, однако интервал срабатывания составляет более традиционные 90 градусов, благодаря шатунным шейкам, которые смещены на 30 градусов. Каждый цилиндр имеет по две свечи для лучшего сгорания смеси, а масляные форсунки, расположенные под поршнем, способствуют лучшему охлаждению. При этом двигатель Revolution Max конструктивный компонент шасси мотоцикла, исключающий традиционную раму. Вместо нее три секции, которые крепятся непосредственно к двигателю. За счет этого удалось существенно снизить вес мотоцикла, который в снаряженном состоянии составляет 245 кг, и повысить жесткость шасси, что в свою очередь наилучшим образом сказалось на управляемости этого большого мотоцикла. Его длина составляет 2265 мм, к примеру GS в длину 2207 мм, а колесная база 1580 мм против 1,5 метров у GS. Подвеска Harley-Davidson Pan America у обеих версий состоит из компонентов шова. Это полностью регулируемая картриджная 47 мм передняя вилка с ходом 191 мм и задний регулируемый моноамортизатор с выносным резервуаром, ход которого также 191 мм. Однако подвеска Special полуактивная с электронным управлением. Используя данные, полученные от установленных на мотоцикле датчиков, подвеска автоматически контролирует параметры демпфирования в соответствии с преобладающими условиями эксплуатации и действиями райдера, и даже автоматически изменяет заднюю предварительную нагрузку с учетом веса водителя, пассажира и багажа. Также на спецверсии установлен и рулевой демпфер Öhlins. За торможение отвечает система Brembo. Это два 320 мм диска с четырехпоршневыми моноблочными суппортами спереди и один 285 мм диск с однопоршневым суппортом сзади. На обеих версиях разноразмерные колеса, спереди на 19, сзади на 17, но Special позволяет заказать их в спицевом исполнении.
точки зрения технологии, Harley-Davidson Pan America поражает своим классом. Здесь 3 специальных режима езды для улицы – дождь, дорога и спорт, а также 2 режима для бездорожья – Off-Road Plus и Custom Off-Road Plus. Все они автоматически регулируют мощность, реакцию дроссельной заслонки, торможение двигателем, контроль тяги, наклонную АБС, в общем оказывают большое влияние на ездовые качества мотоцикла. А на спецверсии имеются еще дополнительные 2 полностью настраиваемых режима. Всем этим техническим волшебством можно управлять с помощью сенсорного, почти 7-дюймового TFT-экрана во время стоянки, а при езде с помощью кнопок. Также дополнительно Special может похвастаться системой контроля давления в шинах, многопозиционной педалью заднего тормоза, защитными элементами, включая алюминиевую защиту картера, подогревом рукояток руля с ветровой защитой, а также адаптивной фарой, которая содержит по 3 светодиода с каждой стороны, чтобы лучше освещать дорогу при наклоне. Для этого используется инерционный измерительный блок для определения угла наклона мотоцикла. Сейчас на официальном сайте производителя за обычную версию просят $17 500, за спецверсию $20 000, что примерно 1 200 000 рублей.